среду 3 апреля 1974 года, во второй половине дня, театральный кружок средней школы города Ксения в штате Огайо репетировал весенний мюзикл. Вдруг какой-то пацан ворвался в актовый зал с криком «Хотите посмотреть на торнадо?». Все бросились в коридор и прилипли к окнам. Учитель Дэвид Хис, руководивший репетицией, выбежал за ребятами и с ужасом увидел в окне приближающийся черный столб, похожий скорее на движущуюся стену. Он успел только крикнуть, чтобы дети прятались под партами. Через несколько секунд торнадо накрыл школу и начал превращать обломки кровли, сайдинг, доски и стекла в шрапнель. 3 школьных автобуса были подняты с парковки, пробили крышу и приземлились в актовый зал. Один прямо на сцену, где только что были дети. Никто из школьников не пострадал. Им здорово повезло. Чего нельзя сказать о других жителях Ксении. 32 человека погибнут в тот день в Ксении, 39 во всем штате Огайо. А во всей стране на протяжении 24 часов 335 человек стали жертвами второй по силе супервспышки торнадо в истории. За те сутки по 13 штатам США и по Онтарио в Канаде прошли 148 торнадо, из них 7 максимальной силы F5. И один, тот, что прошел поперек Ксении, практически стерев город с лица земли, был даже на время удостоен статуса F6, потому что ничего подобного в мире еще не видели. Я абсолютно не буду помещать в этом видео на YouTube фотографии разрушений и вдаваться в подробности по многим причинам, но настоящие бескультурники на Бусти и Патреоне получат все страшные фотографии. У вас будет выбор посмотреть или цензурированное, или нецензурированное видео. Так вот, когда буря утихла, и ошеломленные люди начали пытаться оценить убытки и подсчитать жертвы, сотни медицинских работников, спасателей и добровольцев отправились в города и поселки, где были самые большие разрушения. Все старались помочь пострадавшим, чем могли. И среди людей, пробиравшихся по руинам домов, через каркасы искореженных автомобилей и завалы вырванных с корнем деревьев, был пожилой японец с тетрадкой и карандашом. Он приставал к ошеломленным людям, беспомощно сидевшим на развалинах своих домов. «Где вы находились, когда ударил торнадо? Получили ли вы предупреждение? Насколько пострадал ваш дом? Были ли вы ранены? Погиб ли кто-либо в вашей семье?» А получив ответы, он немедленно уходил к соседям и начинал допрашивать их, не обращая внимания на ужас и слезы и просьбы помочь. Японец, что с них взять? Смотрели ему вслед разозленные американцы. Жестокая нация. Правильно мы их тогда бомбой. Этим человеком был профессор Тед Фудзита. И в следующие 10 месяцев он закончит свое абсолютно непревзойденное масштабное исследование, которое полностью изменит наше понимание торнадо, совершит прорыв в прогнозировании катастрофических штормов, в обеспечении безопасности как наземной, так и авиационной, и продвинет всю метеорологию как науку. Он войдет в историю под прозвищем «Мистер Торнадо». Что вообще такое торнадо? Откуда он берется? Для появления торнадо необходимо совпадение нескольких погодных факторов. Все начинается, когда огромная масса холодного сухого воздуха начинает быстро сдвигаться на сильно прогретые равнины, над которыми собрался влажный теплый воздух. Разница во влажности настолько же важна, как разница температур. Нормальным образом, когда холодный фронт постепенно смещается в место, где теплее, тяжелый холодный воздух смещает более легкий теплый, как бы подгребает его вверх, как лопата сгребает снег с асфальта. Дует ветер, начинает постепенно холодать, небо затягивается облаками, выпадают дожди или, если дело происходит зимой, снег. Чем выше от земли,
тем, как вы догадываетесь, холоднее. И поэтому, если этот теплый воздух сравнительно сухой, то в процессе подъема он довольно быстро охлаждается, замедляется и начинает оседать вниз, замещая новые слои нагретого от Земли воздуха. Происходит нормальная конвекция воздуха в атмосфере. Но если этот теплый воздух образовывается, к примеру, над тропическим морем или большими равнинами, напитанными дождем, то он несет с собой большое количество водяных паров. Поднимаясь и охлаждаясь, влага в воздухе начинает конденсироваться, образуя водяные капли. Этот процесс высвобождает энергию, то есть нагревает окружающее пространство. И влажный горячий воздух, поднимаясь вверх, постоянно как бы подогревается из-за конденсации влаги в нем. И он не теряет своей летучести и может подняться на очень большую высоту. Образуются мощные восходящие потоки, вертикальные ветры, выносящие все эти влажные теплые воздушные массы очень высоко. Вы видите результаты этого процесса в форме гигантских кучевых облаков, громоздящихся как горы. Если рост облака достигает своего максимума, оно начинает растекаться в стороны, образуя наковальню. Это означает, что облако уже подпирает границу тропосферы. Там влага гарантированно застывает, что означает «жди проливных дождей, града и гроз». Но это все еще нормальный процесс, хоть и вызывающий иногда штормовое предупреждение на вашем прогнозе погоды. Этого еще недостаточно для торнадо. Проблемы нарастают, если в этот момент, к примеру, начинается быстрое наступление холодного фронта. Холодный воздух начинает хаотично замещать теплый. Атмосфера становится очень нестабильной. На разной высоте сильные ветра могут начать дуть в разные стороны. Это называется сдвиг ветра. Сдвиг ветра чреват вот чем. Если ветры дуют в противоположные стороны, между ними образуются атмосферные вихри. Представьте себе, что вы раскатываете тесто в колбаску, или пластилин, или глину. Ваши ладони скользят в противоположных направлениях, и тесто между ними закручивается. То же самое происходит с воздухом в атмосфере. Высоко над землей возникают горизонтальные воздушные вихри. Мы их не видим, потому что воздух прозрачный. Только иногда о них сигнализирует ряд разорванных маленьких облаков. Но что будет, если такой горизонтальный вихрь окажется на пути мощного восходящего потока? Если восходящий поток достаточно силен, то этот вихрь будет подхвачен и развернут вертикально. Образуется вертикальный вихрь, обложенный одеялом облаков – мезоциклон. И грозовое облако, содержащее внутри себя мезоциклон, уже не просто облако, это суперячейка, потенциальная проблема. Вихрь внутри облака еще сильнее ускоряет восходящий поток, настолько, что иногда он начинает, как говорят метеорологи, пробивать тропопаузу, то есть поднимать воздушные массы от Земли аж в самую стратосферу. Над наковальней появляется как бы горб или корона, слишком высоко залетевшие капельки воды. И это уже очень угрожающий признак. Это знак того, что внутри суперячейки образовалась область сильно пониженного давления, и облако превратилось в гигантский воздушный пылесос, втягивающий в себя воздух снизу и выбрасывающий его очень высоко вверх, где влага из воздуха высвобождается в виде дождя и града. А охладившийся, потяжелевший воздух будет растекаться по сторонам и падать на землю, иногда с большой скоростью. Этот охлажденный падающий воздух ударяется о поверхность земли и растекается горизонтально. И когда вы внезапно чувствуете порыв холодного ветра со стороны грозового облака, это верная примета того, что скоро начнется шторм. Это вас целует нисходящий холодный поток. Так вот, если падение давления в воронке восходящего горячего потока достаточно велико, то нисходящий холодный поток засасывается в воронку снизу и тоже начинает вращаться. Холодный воздух втягивается со всех сторон, сжимая воронку у земли и разгоняя ветер до сверхураганных скоростей.
И этот ветер от земли устремляется вверх, увлекая с собой по тугой спирали пыль, листья, сорванные с деревьев ветки. Если он разойдется по-настоящему, то и машины, коров, ковбоев, мосты, крыши домов. Это и есть торнадо. То есть вам кажется, что торнадо опускается с неба, но это иллюзия. Торнадо поднимается с земли навстречу гигантскому небесному пылесосу. По крайней мере, это доминирующая на данный момент теория. И Тед Фудзита был одним из первых, кто это предположил, что торнадо – это не просто одиночный смерч, что там происходит несколько сложных процессов, которые еще полностью не изучены. На самом деле мы до сих пор очень плохо понимаем, как возникает торнадо. Фильм «Твистер» вышел в 1996 году, и с тех пор наука о торнадо продвинулась незначительно. Что происходит внутри воронки торнадо, никто точно не знает, потому что никто там не был с достаточным количеством оборудования и временем, чтобы все это записать на бумажку. Поэтому сегодняшнее мое объяснение является версией исследователей Пенсильванского университета. Я даю ссылку внизу. Это одна из версий, но никто не говорит, что она не будет в будущем поправлена или опровергнута. Потому что наука – это не религия, ей свойственно менять мнение, когда накопились новые данные. И это то, что Тед Фудзита умел делать как никто другой – накапливать данные. Но для начала ему надо было выжить. Тецуэ Фудзита родился 23 октября 1920 года в деревне Соне. Сейчас это часть города Китакюсю. Он хотел стать инженером и выбрал было учиться в колледже Нагасаки, но его отец настоял, чтобы Тецуэ оставался дома и поступил в местный колледж Мэйдзи. Там Тецуэ получил степень бакалавра машиностроения в 1943 и в 1944 он стал доцентом кафедры физики. Заканчивалась Вторая мировая война, и для Японии наступали худшие времена. Китакюсю, точнее тогдашний Кокура, где жил Фудзита, был намечен основной целью для американской атомной бомбы «Толстяк». Но утром 9 августа 1945 года город был скрыт облаками и дымом, поэтому бомбу сбросили на второстепенную цель – Нагасаки. Не знаю, слышали ли вы об этом, но Япония провела исследование по результатам атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. И в сентябре 1945-го молодого инженера Фудзиту отправили изучать места разрушений, чтобы проанализировать, как он сам пишет, воздействие ударной волны на деревья и конструкции. И это то, как он начнет свою карьеру специалиста по ударным волнам катастрофической силы. Но он не останется работать на армию. Он начнет изучать тайфуны. В августе 1947 года Фудзита провел несколько часов в прохудившейся хижине на вершине горы Сибурияма на юге Японии, окруженной молниями и ураганными ветрами. Он тщательно замерял и записывал целый ряд данных. Направление и скорость ветра, температуру, давление, точку росы и другие переменные. После чего, объединив свои данные с данными местных метеостанций, он разработал сложные погодные карты шторма, каким еще не было равных. Изучая тайфуны, он впервые выдвинул теорию, что восходящие потоки теплого воздуха во время гроз сопровождаются прохладными, столь же мощными нисходящими потоками сзади. Когда Фудзита впервые опубликовал свои выводы, они не вызвали особого интереса. Но на одной из конференций один из участников рассказал ему о статье под названием «Нефронтальные грозы», которую он выудил из мусорного бака в аэропорту соседней американской военной базы. Автор статьи, профессор Чикагского университета Хорас Байерс, пришел к аналогичным выводам о поведении штормов. Фудзита добросовестно перевел свою статью на английский язык и отправил Байерсу копию. Тот впечатлился и пригласил Фудзиту продолжать обучение в США. Имея в кармане $22, максимальная сумма, которую ему разрешали привезти из-за послевоенного валютного контроля Японии, Тецуэ Фудзита в первый раз в жизни садится в самолет и отправляется начинать новую жизнь.
По дороге в Штаты Фудзита не терял времени и возможности понаблюдать тучи в профиль и нарисовал вертикальное сечение облаков вдоль всей траектории полета. Эта привычка сохранится у него на всю жизнь. Его исключительный аналитический талант будет проявляться не только в научной, но и в личной жизни. Он с тем же увлечением собирал и анализировал свои личные данные, как, например, свое артериальное давление или карты поездок, или изменение цен на рис относительно инфляции иены. Все вокруг он переводил в цифры и графики. Но главный научный интерес его сосредотачивается на исследовании торнадо. Он зафиксировал распространенность торнадо в Соединенных Штатах по месяцам и штатам. Он записывал формы облаков. Он стал пионером в быстро развивающейся области мезометеорологии, изучения атмосферных явлений среднего масштаба, к которым относятся торнадо и ураганы. Его занимательная автобиография, выложенная в интернете на английском, я дам ссылку, называется «Мемуары о попытке в течение 50 лет разгадать тайну жестоких штормов». Он, кстати, американизировал свое имя и стал подписываться Тед или Теодор Фудзита. Доктор Фудзита был полон решимости разработать стандартизованный метод определения силы торнадо, потому что померить его скорость, к примеру, мы не можем. В моем любимом фильме «Твистер» популярно объясняется почему. Где мой пикап? Вот он. Поэтому Фудзита собирал и сопоставлял другие показатели. Огромное количество и разнообразие данных, фотографии с земли и воздуха, прогнозы и карты погоды, интервью с выжившими. И два его главных прорыва были сделаны после катастрофических каскадов торнадо, прокатившихся по Америке в 1965 и 1974 годах. Каждые 40-50 лет происходят сильнейшие серии торнадо, которые называют супервспышками. Когда за один день случается больше 50 торнадо на какой-то территории. Определения, что такое супервспышка, могут разниться. Некоторые предлагают как минимум 15 сильных торнадо, другие, что они приводят к минимум 100 смертям. По-любому, считается, что во всю историю наблюдений случилось всего 3 таких супервспышки. 21 марта 1932, 3 апреля 1974 и 27 апреля 2011 года. Вспышка 1965, или, как его часто называют, торнадо вербного воскресенья, технически не считается супервспышкой, но она была порядочным кошмаром для жителей Огайо, Айовы и Индианы. После холодной долгой зимы жители северных штатов были рады приходу очень теплой погоды в начале апреля. Влажные теплые массы с Мексиканского залива продвинулись далеко на север и создали большую область низкого давления в центре страны. И тут весь этот теплый влажный воздух был внезапно накрыт крышкой поступившего из пустынь сухого и еще более теплого воздуха. Это называется инверсия, когда нормальное расположение температурных слоев перевернуто, и теплый воздух оказывается выше холодного. Такая теплая крышка не дает влажным массам подниматься вверх и предотвращает развитие облаков и выпадение дождей. Но только на какое-то время, пока инверсия не будет прорвана. Как взрывается перегретая скороварка, наполненная горячим паром. Крышку сорвало 11 апреля, в вербное воскресенье, когда порыв холодного ветра снес слой теплого воздуха и привел к стремительному росту придавленных до этого облаков. Взмыли сильнейшие восходящие потоки, мгновенно поставившие на дыбы горизонтальные вихри, и первый торнадо коснулся земли в Айове. После чего в течение 16 часов 55 торнадо, включая несколько двойных,
пропашут через 700 километров Среднего Запада, убив 266 человек и причинив более миллиарда долларов ущерба. На тот момент это была самая катастрофическая серия торнадо на памяти людей. Но потом ее переплюнут вспышки 1974 и 2011 годов. В последующие несколько дней профессор Фудзита на маленьком самолетике с маленькой фотокамерой в руках облетел всю эту территорию на 100 раз вдоль и поперек, сделав сотни снимков и задокументировав все пути разрушения, оставленные вихрями. Он смог соотнести оставленный урон со скоростью ветра в воронке и, проанализировав всю эту информацию, разработал шкалу интенсивности торнадо, шкалу Фудзиты, основанную на масштабе разрушений, оставленных торнадо на Земле. От F0, поломанные ветки на деревьях, местами слетела черепица с домов, до F5. Дома полностью разрушены, деревья вырваны с корнем, машины отброшены на десятки метров. Перст Господень. F0 соответствует шторму в 11 баллов по шкале Бафорта. Расчетная скорость F12 была бы равна скорости звука, но на Земле таких ветров не бывает. Только 2 торнадо хотели присвоить рейтинг F6. Один из них тот, с которого я начала этот рассказ, и еще один в Техасе в 1970-м. Но потом передумали, чтобы оставить шкалу четкой. F6 по определению является немыслимым торнадо. В 1971 году Фудзите удастся внедрить свою шкалу повсеместно и ввести ее в нормальную терминологию службы погоды и всех американцев. В 2018 году появится международная шкала Фудзиты. Для всего мира он станет мистером торнадо. Но его работа еще далеко не закончена. Многие считают, что величайшим научным вкладом Фудзиты является не знаменитая шкала, а его открытие нисходящих микрошквалов. Нисходящие шквалы образуются в суперячейках, когда вода, вылетевшая на вихре мезоциклона вверх, превращается в град. Весь этот лед падает вниз, по дороге сильно охлаждая воздух, и образующиеся пакеты холодного отяжелевшего воздуха обрушиваются на Землю со скоростью 20 метров в секунду, оставляя на Земле характерный звездообразный след. Эти микрошквалы могут обрушить с неба самолет, а на Земле причинить точечный урон, похожий на торнадо, который как бы топнул ногой. Фудзита со своих самолетиков обнаруживал местами звездообразные паттерны вырванных с корнем деревьев, которые напомнили ему виденное на месте атомных бомбардировок. Там, в Хиросиме и Нагасаки, обожженные деревья в радиусе 100-150 метров от эпицентра взрывов остались стоять, но на расстоянии 300-600 метров они были повалены от центра наружу, образуя гигантские круги. Это был тот же тип повреждений, которые он позже увидел на пути разрушения торнадо. А в 1975 году он увидел эти звезды разрушения на пути упавшего пассажирского самолета Eastern Airlines. Его идея встретилась с сильным скептицизмом коллег. Большинство исследователей считало, что нисходящие потоки существенно ослабнут, прежде чем достигнут Земли, и не будут представлять угрозы для самолетов и крошить дома. Однако Фудзите и его команде в конце концов удалось увидеть микрошквалы на радаре и убедить неверующих. В результате была разработана система предупреждения, благодаря которой последняя катастрофа американского пассажирского самолета, вызванная микрошквалом, произошла в 1994 году. То есть Фудзита одним из первых осознал, что торнадо – это не просто одиночный вихрь, это сложное атмосферное явление с комплексной структурой. И именно он предположил, что верхняя воронка мезоциклона соединяется с подходящими к ней снизу всасывающими вихрями от Земли. В той же злосчастной Ксении, с которой я начала рассказ, один местный паренек успел заснять на пленку торнадо, который через минуту разболол его город в труху. И на этой съемке отчетливо видны поднимающиеся снизу маленькие вихри, присасывающиеся к огромной воронке сверху. И эта съемка была
тем самым, что подтвердило еще ранее существовавшую гипотезу Фудзиты, которую он сделал на основе изучения оставленных торнадо следов на Земле. Торнадо – это не просто одна красивая воронка, даже если вам кажется со стороны. Это много чего. Это сложная и нестабильная система. На самом деле, несмотря на всю свою энергию и мощь, торнадо – это нестабильный и почти что хрупкий объект, зависящий от многих условий. И если хоть одно из них нарушается, торнадо может исчезнуть внезапно и бесследно. Ну, то есть как бесследно? Оставив след разрушений на Земле, но не следа в небе. И только по этому следу на Земле мы можем судить о силе ветров внутри воронки, которую мы до сих пор не можем непосредственно измерить. Но по шкале Фудзиты люди могут сделать выводы о том, как прочно нужно строить дома, чтобы они могли выдержать торнадо. Учитывая его теорию микрошквалов, летчики безопасно сажают самолеты. И узнав, что торнадо образуется через отдельные всасывающие вихри с Земли, мы поняли, почему торнадо может иногда перепрыгивать отдельные дома и как он выбирает путь разрушений. Предсказание торнадо стало точнее, и меры предотвращения разрушений и жертв от них стали эффективнее. И самолеты перестали падать под ударом нисходящих шквалов. И вы, возможно, уже думаете, как же американцам повезло, что этот маленький японец не погиб при взрыве атомной бомбы в Нагасаки. На самом деле нам всем повезло, потому что если вам кажется, что вы живете не в Канзасе, поэтому вас это не касается, спешу огорчить. Сильные торнадо могут образовываться в разных местах, а не только в пресловутой аллее торнадо. 9 июня 1984 года по Московской, Ивановской и Ярославской областям прошел каскад торнадо от 8 до 11 штук. Некоторые из них были F3 и F4. Официальное количество погибших 69 человек, но некоторые считают, что жертв были сотни. Гласность и перестройка еще не наступили. В 1988 году на Мосфильме был снят художественный фильм о последствиях той трагедии «Запретная зона». Тяжелый фильм, я дам ссылку внизу. Смотрите на свой страх и риск. Человечество сильно зазналось. Мы думаем, что человек – царь природы. Но природа периодически напоминает нам наше место. Берегите себя и родных. Следите за тучами. Всего вам доброго. До свидания. Друзья мои, если вы скучаете между субботами и хотели бы больше и чаще узнавать всякие интересности, касающиеся истории и культуры, и особенно истории бескультурья, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или Патреоне. Эти два блога абсолютно одинаковые, я там пишу одно и то же. Просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Patreon принимает разные международные кредитные карточки. И на этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на первом уровне подписки. А на втором уровне вы еще получите доступ к дополнительным коротким видео. Кроме того, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы. И на 15 минут раньше, чем на YouTube. Это для тех, кто к субботе конкретно соскучился. Еще один немаловажный ништяк для подписчиков – это возможность бесплатно скачивать мои художественные книги. Ссылку на онлайновый магазин, где вы можете их купить, я, кстати, тоже размещу внизу в описании. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог – вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. На сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч.